Всем привет, дорогие друзья, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я поиграю в Clash of Legends. Играю уже достаточно долго, и я готов ответить даже на кучу самых простецких вопросов, как дефать базу, как это все защищать, почему новички очень часто жалуются в чате, как же защищаться, когда ко мне прибегает там куча собак или еще что-то. Как-то вы увидите, что в чате кто-то пишет: о, в игре нет баланса, здесь все так плохо и так далее, так далее, так далее. Смело отправляйте этих людей ко мне на канал, пусть посмотрят это видео, и все будет у них четко. Ладно, так, давайте разберем мою колоду. Сначала разберем колоду. Здесь идеально все. Ну, как идеально? У любой колоды есть свои плюсы и минусы, но в этой сборке все у нас чики-пуки. Сейчас объясню почему. Смотрите, внимательно. Так. Во-первых, хочу сказать, что легендарок в этой колоде нет, но есть уникальные карты. Рано или поздно уникальные карты появятся у вас. Если их сейчас у вас нету, то они когда-нибудь у вас появятся. Ну там, не знаю, в течение недели мне упало больше половины уникальных фиолетовых карт, да, ну розовых в нашем случае. Итак, шагоход. В чем прикол этой сборки? То есть шагоход бьет по массе, здесь классно он танкует, все супер. Ундина толкает своих противников назад. Что получается? Шагоход бьет, значит, поливает врагов своих огнем, да, а Ундина толкает, то есть ближний бой у нас полностью контрится, ближний бой не может нанести нам урона, а благодаря шагоходам, пока они летят от них, да, в сторону там противоположную, они еще и поливаются огнем. Круто, классно, супер, здорово, работает отлично. Следующее, что нам нужно для этой сборки. Желательно иметь из магии, как это называется, дымовая завеса. Почему именно дымовая завеса, а не огненный шар или заморозка или еще что-то, да? Если у вас, конечно, нету, то печаль вода. Но если есть, берите ее, потому что если мы контрим переднюю линию, то благодаря дымовой завесе мы будем контрить заднюю линию. То есть все стрелки, другие ундины, которые очень сильно будут нам мешать, я не знаю, пироманты, снайперы и так далее, на 8 секунд блокируются, и получается, что у нас передняя линия заблокированная, она ничего не может нам сделать, никакой урон нам нанести никак не может. Плюс еще на 8 секунд мы блокируем заднюю линию, Ундина толкает переднюю линию назад, шагоходы поливают огнем и переднюю, и заднюю линию, то есть наносит в течение 8 секунд халявный урон противнику и разносит практически любую армию, любое войско будет под вашим контролем. Это прям супер сборка, но этого недостаточно. Чтобы колода себя проявила очень хорошо, нам еще нужны стрелки, обязательно какие-нибудь стрелки. В моем случае я использую пиромантов, потому что они бьют по массе, их легко ими легко контролировать бесов, шары и так далее, так далее, так далее. Конечно, я предпочитаю играть снайперами, но для снайперов нужен скилл определенный, да, чтобы вытащить из них максимум. Но в нашем случае, если мы разбираем колоду для более-менее новичка, да, у которого есть хоть какие-то уникальные карточки, то я бы посоветовал использовать пироманта. Собственно, с ним мы и будем. Какая-то защита от воздуха у нас по-любому должна быть, потому что могут быть летучие мыши, могут быть бесы, могут быть шарики, могут быть самолетики и так далее, так далее, так далее. Стрелки обязательно должны быть в колоде. Это прям точно. Следующее, что важно знать. Танк. Танка мы используем, любой танк подойдет. В моем случае я использую орка-воина, но в вашем случае, если у вас нету орка, вы можете использовать, например, местная мета у нас... вот, как он называется-то, гнолы, да, гнолы сейчас у нас вне баланса, то есть они сами себя хилят, это прям вообще шикарно. То есть вообще лучше использовать гнола, но так как он у меня не прокачанный, я его не использую, я играю орками, да. Используйте гнола, гнол больше всего подойдет, но в нашем случае сегодня мы будем рассматривать игру именно с орками. Если нету гнолов, еще не открыли, я не знаю, по каким-то причинам, любой другой танк подойдет, даже копейщики подойдут, потому что они чисто за золото. Почему именно за золото надо, да? Потому что у нас, если мы играем этой колодой, у нас золото будет в излишке, его будет слишком много. У нас она будет копиться 1000, 2000, да, если мы возьмем какой-нибудь танкующий юнит, я не знаю, там, ну... Чтобы, например, вот такого, да, если мы возьмем, у него есть газ в стоимости, да, то есть получается у нас золото всегда будет уходить в излишек, а газа наоборот будет не хватать, поэтому танк обязательно должен быть за золото. Любой танк подойдет, даже самый обычный. Если нету прокачанного хорошего танка, можно использовать, я не знаю, самого простого первого танка, как он называется, мечник, да, можно с ним поиграть, но от этого много пользы не будет. Самый лучший вариант, конечно, гнол. Окей, с этим разобрались, отлично. Далее, второе заклинание. Я всегда использую искушение, оно мне нравится, я ему не изменяю. Можно поставить любое заклинание, которое есть. Да, она легендарка, но это легендарка, которая мне выпала в самом начале, да. Но если у вас нету искушения, вы можете взять абсолютно любую магию сюда, и у вас все будет четко. Самое главное — это Ундина и шагоходы, запоминайте.
А остальное это уже танк за золото и какой-нибудь дальняк, да. Если у нас пироман, то вы можете использовать, например, либо снайпера, да, но его надо контролить, он новичкам не очень хорошо подходит. И, например, подойдет очень хорошо, например, рейнджеры. Рейнджеры тоже очень хорошо помогают, да, в нашем случае. Любые стрелки, которые есть, которые вам больше нравятся, можно использовать. Следующее, обязательно в любой колоде должна присутствовать башня. Вы можете использовать любую башню, я использую самую простую, самую обычную башню, потому что она выполняет главные функции. Она видит невидимок, она защищает базу, все с ней классно, все с ней четко, недорогая, быстро строится, удобная и выполняет свои функции, то, что надо. Я использую эту башню, рекомендую всем, но в зависимости от тактики вы можете, конечно, взять любую другую башню, но я бы посоветовал взять ее, тем более она в тайминге мне подходит. То есть, когда я начинаю игру, у меня там по секундам все расписано, рассчитано, да, чтобы по-быстрому развить свою базу. Но к этому мы еще вернемся. И последнее у нас в колоде. Сегодня я буду играть крыланами. Сюда можно поставить абсолютно любую карту, которую вы захотите, все что угодно. Я буду играть крыланами, потому что не все знают, как с этими чудиками можно вообще портить игру противникам. То есть сегодня мы рассмотрим несколько вариантов игры с крыланами, что с ними можно сделать и как кошмарить противников. Вообще круто. Так, можно поиграть, взять любую карту. Если вы, например, берете паладина, да, вместо орка используете паладина, чуть не забыл, да, сказать важный момент, да, он тоже за золото, то вместо крыланов надо брать лечение, потому что паладины без лечения, без целителя, это просто деньги на ветер, они бесполезные. То есть, если у вас в колоде есть паладин, обязательно должно быть лечение, да, целитель. Окей, что-то я затягиваю, но я еще хотел добавить, что сыграем сегодня две катки. Первую катку сыграю с крыланами, вторую катку сыграю с демонами, да. Про демонов тоже мне много чего хочется сегодня рассказать. Ну, ладно, погнали. Так, будем играть, наверное, с случайными ребятами. Вот, в любом случае, ребята в чате, да, вот мне, кстати, что в этой игре нравится, пока идет подбор, можно почитать чат, что там пишут, открыть подарочки, там почитать, так, эй, ты. Так, ну-ка, привет, пидики. Да, это фирменная карточка Мамона. Если вы встречаете Мамона в игре, который не будет вам хамить, это не настоящий Мамон, запоминайте, да, настоящий Мамон всегда будет хамить. Ничего плохого не желает, но так чисто повеселить народ, почему бы и нет. О, наконец-то, блин, вот эта катка сейчас будет. Райли с нами играет топ-1 игрок на сервере, да, в этом сезоне он занимает первое место, блин, будет, наверное, очень плотная катка. Сразу по таймингу покупаем первого рабочего, сразу заготавливаем покупку на газовую шахту, все четко. Теперь следующее у нас идет два рабочих. Запоминайте, просто у меня здесь реально все по секундам рассчитано, то есть каждый рабочий уходит именно в свой момент. После двух рабочих я покупаю сразу одну башню. Одну башню обязательно, после башни еще один рабочий. Хоба! И к этому моменту, как выйдет этот рабочий, он сразу попадет в шахту газа. Сразу начнет добывать газ, это нужно для того, чтобы я мог использовать искушение. В этом и прикол. Так, я заболтался. Вторую башню обязательно. То есть первую башню мы ставим на тот случай, если прибегут собаки, да, если собачками меня начнут рашить, сразу я покупаю первую башню, ставлю, потому что потом у меня не будет 20 секунд, чтобы сделать защиту для базы. Вторую башню я ставлю на тот случай, если прибегут гнолы или большая куча собак, да, например. Все. Я покупаю по одному, то есть одно строение, один рабочий. Одно строение, то есть пока рабочий делается строение. Далее. Так, не запутаться бы. Так, отлично, все, покупаю, значит, первые бараки. Здесь уже идет раш, видите, идет раш. И я, к сожалению, ничем помочь не могу. К этому моменту у меня уже накопилось немножечко. Это мы рашим, нифига себе. Ой-ой-ой. Я затупил, да, я чуть-чуть перенервничал, ладно, бывает. То есть мы уже одного выносим. А кто это? На, это фукан какой-то, я его не знаю. Кстати, если кто не знал, вы можете вот так вот расширить экран, да, и вам будет больше видно. Удобно, классно. Так, все, покупаю, значит, крыланов. Первое, надо купить 6 штук крыланов. Для справочки, 25 крыланов выносят полностью всю базу, да, то есть у нас 3544 хп у базы, 25 крыланов по 200 урона наносят, ну, считайте, сносят всю базу, можно просто сделать 25 крыланов, отправить на базу, взорвать и победить, да, но это в 1 на 1 очень хорошо поможет. Вот, так, один у нас крылан готов, еще 5 мы делаем, и сразу у нас, видите, сразу накопилось 400, сразу идем строить вторую базу. Вторую базу вместе с пушкой, обязательно вместе с пушкой сразу, без защиты смысла нету.
Так, там пока у нас идет полный замес. Я здесь затупил немного, искушение потратил на полудохлого гнола, но ничего, бывает. Бывает. Так, покупаю еще одну базу, отлично. Так, здесь сразу, как я только отправил сюда одного рабочего, надо докупить еще одного, потому что он там так и останется. Теперь идем кошмарить, значит, крылолами, да? 6 штук выносят всю заднюю линию наших рабочих. Вот эти все рабочие, которые здесь бегают. Я даже сам не знаю, как защищаться от этих крылонов. Ну, максимум, единственное, как можно поставить, там, я не знаю, 4 пушки на защиту, да, и это может нам помочь. Только так, разве что. И то не факт. Но сейчас вы сами все увидите, в чем прикол, да? Теперь закупаем немного здесь, немного дальняк и ундина. Отлично, отлично, все, идем. Видите, моментально быстро начинается катка, все, опа, 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 взрыв, взрыв, взрыв. Давай, есть. Нет, не успел. Так, вижу здесь дирижабль. Это значит, я знаю тактику Райли, это значит, что он сейчас мне на заднюю линию хочет прислать дирижабль. Отлично, будем его цеплять. В дирижабле находится 3 шагохода. Я уже его тактики наизусть знаю, поэтому мне проще. Я, значит, свое искушение оставляю. Как только выйдет, как только на горизонте появится его дирижабль, я просто его захвачу и буду использовать в своих коварных целях. Да? Вот сюда, чтобы у меня был немного запас времени, я поставлю сову. Сову поставлю на запас времени. Как только я на карте вот здесь увижу воу-воу-воу, вот оно, вот оно, вот оно. Уф, уф. Еле как успел, ребята, еле как успел. Ёпарасоте. Да, одновременно играть и рассказывать, что происходит, это, конечно, надо иметь талант. Еле как успел, ёпарасоте, прям доли секунды. Успел, видите, я же говорю, я знаю его тактику, как он себя ведет, как он себя показывает вообще в целом, да. Все, украл, значит, я у него и обратно сейчас я ему его отправлю. Блин, Райли до сих пор не научился, не запомнил, что я вот так вот поступаю некрасиво. Давай, 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 давай. Опа, все. На пушки кидая, значит, дымовую завесу, пушки стрелять не могут. В этом тоже есть свой прикол, своя прелесть. Так, здесь у нас уже закуп. Еще 2. Отлично. Классно, все супер. Теперь давайте, я не знаю, давайте сделаем 25 крылонов. Давайте сделаем 25 крылонов и разнесем какую-нибудь базу. Почему бы и нет, да? Вот этого, мне кажется, хуже не будет. Так, где мое войско? Все. Потому что этого чувака уже вынесли, можно расслабиться, можно показать немного контента, да, контента. Так. Все, я пока что расслабляюсь, делаю кучу, большую кучу крылонов. Хочу показать, как они взрывают базу. Что такое? Ой, ёпарасоте, мы уже победили. Мы уже победили, ребята. Ладно, не успел я показать крылонов, но суть уже поняли, уловили, да? Можно, в принципе, сделать тренировочную битву и показать, как это будет там. Ну, можете сами попробовать. Ладно, дальше. Вторая катка. Я сегодня хотел показать 2 катки. Так, про крылонов я показал, да, как ими играть. То есть, как только они на горизонте крылона появляется видимая цель, да, то, что вы хотите атаковать. В моем случае это были... как их называют, рабочие. Как только я увидел рабочих, сразу жму взрыв через 2 секунды, пока они долетят, как раз таки вот в этот промежуток времени они успевают дойти и взорваться. Ну, давайте уже поиграем с демоном. Про демона я тоже хотел много чего рассказать. Поехали. Что касается демона. У демона прикол в чем? У демона прикол в том, что в колоде нужно иметь либо 3 демона, не больше, не меньше, либо 10 демонов. Потому что если вы делаете больше 3 демонов, да, у вас на остальное войско просто не хватает места. Если вы делаете меньше, то могут взять искушение, то есть они бесполезны. 3 прыжка на заднюю линию, стрелков нет, никого нет. О, началась каточка, опять такая же катка, опять Райли, опять будет потно. Да, теперь он ко мне не полетит с дирижаблями, это я точно знаю. Теперь я знаю их тактику, они вначале на меня не побегут, поэтому я на пушки тратиться не буду. Сразу точно так же я делаю, я везде в любой катке одинаково закупаюсь. То есть я покупаю рабочего, покупаю шахту, покупаю еще 2 рабочих.
По идее, я покупаю пушку, но в этот раз я сейчас пушку покупать не буду, потому что я знаю, что меня рашить никто не будет. Я сразу начну строить шахту, да? Чем быстрее я начну добывать газ, тем лучше. В этот раз я не буду делать крыланов. Крыланов у меня нет, и я взял демонов. Я буду делать сразу войско, да? Я хочу показать, как работает войско, как оно вообще тащит. Так, погнали. Так. Ага, все отлично, есть. Потихонечку. Но одну пушку надо все-таки построить, потому что, как я уже говорил, 20 секунд у меня потом не будет, да, мало ли что. Вдруг сейчас он решил поменять тактику, да, и поиграть немного по-другому. Поэтому одну пушку пока что я построю. Не критично, не супер важно, но ладно. Так. Один здесь, еще одного докупаю. Сразу сову. Сова — это прям самый важный элемент в этой игре. Без совы играть смысла никакого нету, да, то есть сова помогает. Вы видите заднюю линию противника, вы видите всех невидимок. Без совы играют только, ну, новички, наверное, потому что они еще не знают всего потенциала и смысла вообще в этой сове. Так, кто-то что-то написал. О, здесь уже замес. Так, вот здесь у нас находится Райли, топовый игрок, да, значит, я с ним связываться не буду. Окей. Точнее как. По идее, я должен пойти вниз и разнести нижнего, да, нижнего, у него вроде как слабый рейтинг, то есть его можно легко разнести, он падок на такие простецкие атаки, но по-хорошему надо бы напасть на Райли. Райли у нас молодец. Так, немножечко покупаем, так, делаем здесь еще одну башню. Ой, как она называется-то? Ее просто. Бараки ее просто. Так, все, отлично. Есть сова зырит. Если, например, наш противник призвал какого-нибудь толстого юнита, я прям... Валим. Вот это поворот. Взял у бабы в рот. Так, надо помочь союзнику. Ну. Да. Я тоже беру демона, хотя он мне сейчас не нужен, но ладно. Так. О, застроечка. Ну все с тобой понятно. Ладно, Райли, я тебя запомнил. Так, хорошо, что в этот раз я не взял летучих мышей, потому что они на базу начали строить по 3-4 пушки. И в этот раз у меня нету задачи вынести им зады. Вот, а сам я построил одну пушку, потому что Райли уже на второй раз на свои грабли наступать не будет. Он не будет призывать дирижабль, да, чтобы... заслать мне в заднюю линию этих, как их называют-то, шагоходов. Так, надо строить срочно вторую базу. Надо строить. А вот здесь, ой, надо помочь союзнику. Я вообще что-то я заболтался. Надо помогать. Ой, надо помогать. Надо помогать. Просто у меня войско еще не готово. Войско не очень-то готово. Так. Вот этого я заберу. О, демон. Давай. Оба. Демону назад, А, у меня же хилки нету, просто. Я привык играть с хилкой, да? Я всем советую, сам играю с хилкой. Окей. Сейчас мы всех разнесем. Ничего страшного. Так, вторую базу. Надо срочно строить вторую базу, потому что очень медленно у меня добываются ресурсы. Ай, блин, какая-то фигня вылезла. Так, очень медленно у меня добываются ресурсы, а мне нужна вторая база, чтобы побыстрее делать войско. Так, первое войско сразу в отряд, потому что если у меня если демон в колоде имеется, нужно сразу его ставить в отряд, потому что может быть такая ситуация, что ваш демон находится на базе, и вы когда делаете прыжок, этот прыжок фиксируется со второго демона, и это говнище, короче, полное. Так, опа. Делаю вот так, все. Видите, благодаря Ундине он подойти не может. По задней линии у него стрелков нету, поэтому дым я не использую. Делаю еще один прыжок. Опа. Отлично. Захватываю это. Оу. Полегче, парень. Полегче. Все. Демоны не отлетают от Ундины, но, как вы видите, не справляется чувак со мной. Делает каких-то летающих существ, но они ему не помогают. Отлично. Так.
Кого будем разносить, дружище? Так, давайте добавим в отряд. У меня в отряде никого нет. Да блин, да это всякая херня вылазит. Вот это меня вообще бесит. Во время игры вылазит всякая херня, из-за этого потом возникают проблемы. Так, второго демона. Да, 3 демона, как я уже говорил. Немного шагоходов. Добавим ундины. И добавим немного здесь. Хорошо, что у моего союзника есть лечение. Это очень классно, очень классно. Так, пойду помогу своему союзнику. Пойду я ему помогу. Но пока что у нас тихо, спокойно, каточка идет налегке. Просто изи, просто изи. Делаю прыжок сюда. Хоба. О, переборщил, нет? Ладно. Все. Гнолы бесполезные. Шагоходы бесполезные. Потому что ундины их просто не подпускают. Просто не подпускают и... Да, и вот. Пытался он мне заднюю линию, значит, атаковать, но у него ничего не получилось. Вот такие, друзья, вот такие пироги, друзья мои, дорогие подписчики. На этом, я думаю, все. Надеюсь, видео немного помогло. Я буду выпускать потихонечку еще подобные каточки, подобные видео, рассказывать о происходящем, что да как, отвечать на ваши вопросы в комментариях. И если что, да, вы знаете, где меня найти. У меня есть свой дискорд-канал в описании. Все, на этом все. Всем покусики, покасики, еще увидимся. До свидания.